Хочу и буду. Человек на обложке как-то не производит впечатление счастливого человека, хотя, наверное, каждый счастлив по-своему. С другой стороны, черно-белая обложка не признак книги про счастье. Так, по обложке отрецензировала книгу моя супруга. Потом я тайком узнал, что они со старшим ребенком почитывают эту книженцию. С первых страниц книга показалась мне совершенно неактуальной. Я уже достиг определенного предела счастья. Я стал счастлив, не приняв себя таким, каким я был, а немного изменив себя. Так я почувствовал себя счастливее. Хотя Лабковский настаивает на том, что нужно себя принять именно таким, какой ты есть. Что же такое счастье? Счастье – это когда жена или муж дома, а домой хочется даже не идти, а бежать. Любой компромисс делает человека несчастным, потому что он вынуждает делать то, что человек не хочет. Наверное, поэтому уже около 5 или 6 лет я плохой переговорщик. Я плохо веду переговоры с теми людьми, которые меня взрывают. Я не могу договориться с так называемыми террористами. Если ты хочешь в один прекрасный день сделать что-то великое, этот день сегодня. И великое нужно делать именно сегодня, здесь и сейчас. Счастливый человек – это независимый человек, который делает только то, что ему хочется. Дети априори зависимы, пока они станут взрослыми. Но это не значит, что счастливый и независимый человек должен входить в крутое пике и пускаться во все тяжкие. Если, получивший свободу, человек начнет пить, гулять и сеять хаос вокруг, это не говорит о его счастье или независимости. Это говорит о том, что у него просто ограниченный кругозор. И другого выхода, кроме как гульбанить, он просто не видит. Анализируя себя и ближайшее окружение, я прихожу к мысли, что счастье можно обрести, даже не обладая какой-то платформой для рывка к этому счастью. С другой стороны, я знаю массу людей, у которых были все предпосылки оказаться счастливыми и быть счастливыми, но они не стали счастливыми, и в перспективе у них полный беспросвет, хотя платформа для счастья была прекрасная. Сделаться счастливым самому не так уж и сложно, а вот сделать счастливым другого человека гораздо более трудоемкая задача. Это как с алкоголиками. Если он решил, что он пьет и ему нравится пить, то он и будет пить. И никто его не переубедит в том, что ему нужно прекратить это дело. Ему это нравится. То есть он по-своему счастлив. И пока он не захочет это прекратить, он это не прекратит. Алкоголику нравится пить. И он принимает себя таким, какой он есть. И у него нет проблемы с собой. Проблема у окружающих с восприятием алкоголика и со своими ожиданиями в отношении него. А у алкоголика нет никаких проблем. Он счастлив. Если человек захочет стать счастливым, он им будет. Если не захочет, не будет. Нельзя человека закодировать на счастье. Это должен быть осознанный выбор каждого человека. Теперь немного про друзей. Холостяк, не наживший людей, близких по духу. Так получилось. В результате он пьет напитки, от которых ему тошно, в компании людей, с которыми ему тоже тошно. У меня есть постоянная компашка пацанов, с которыми мне не так уж весело проводить время. Напившись, они начинают говорить о бабах и футболе, и мне кажется, что я снова в пионерском лагере. Но что я буду делать, если перестану с ними встречаться? Сидеть перед телеком в полном одиночестве. Я слишком живо это представляю, содрогаюсь, поэтому, когда они звонят и говорят в 8, как обычно, я отвечаю: уже одеваюсь. Михаил Лабковский. Хочу и буду.